Всем здравствуйте! Я рада приветствовать вас на своем канале «Путь к себе». И те, кто уже со мной давно, заметили, наверное, что не было немного раскладов. Как 2 недели меня не было на канале. Хотя в это время в телеграм-канале выходили посты. Даже аудио я кидала, какие-то интересные про мышление рассказывала. Кому интересно, тоже заходите в телеграм-канал, ссылка под видео. И за эти 2 недели я себе устроила трансформацию, она была плановая, но все немножко пошло не по плану, и у меня вот эти 2 недели, они такие получились. 2 недели тишины, меня по факту нигде не было, я никого не видела и практически ни с кем не общалась. У меня были очень такие большие внутренние процессы, что-то очень сильно меняется, и даже меня вот потянуло на таро тишины. Я случайно увидела в интернете эту колоду, и надо сказать, что в принципе раскраска совсем не моя, назовем это так, стиль совершенно не мой. Я сначала добавила колоду в корзину, и я вот так про нее вспоминала несколько дней, и, как говорится, она меня, можно сказать, позвала. Я ее все-таки купила, потому что у меня, в принципе, в планах очень много колод, которые мне нравятся, и я, в принципе, могла бы какую-то другую заказать, но вот, видимо, она мне нужна была, потому что, когда я ее еще посмотрела, я поняла, что это вообще не мой стиль, но она мне прям отзывается, и название «Таро тишины», видимо, очень сопоставлялось с той энергией, которая была в тот момент. Она, в принципе, и сейчас еще присутствует, но мне уже сказали, хватит отсиживаться, пора дальше проявляться и нести информацию тем, кому она нужна. И сегодня я хочу вам эту колоду показать. Она такая очень своеобразная. Что самое интересное, в ней не было инструкции, как гайдбука, как это назвать. А я как раз-таки очень хотела его посмотреть. И QR-код, который был, он шел на совершенно другую какую-то колоду. В общем, они там что-то перепутали. И, видимо, нужно как-то ее мне именно прочувствовать. Вот в таком контексте, что... не то чтобы догадайся сама, но вот на каком-то более глубинном интуитивном уровне, потому что рисовка очень интересная, символы тоже интересные, опять-таки совершенно не моего стиля, но интересно, скажем так. Вот. У меня старшие арканы. Давайте мы с вами их посмотрим. Кто хочет расклад, перематывайте. Сейчас мы для самых любопытных и ценителей арт-искусства посмотрим всю эту колоду. Во-первых, что интересно, она такая с животными. Да, мне очень понравилось. Дурак какой здесь, да, тут такая ласка, и причем здесь на некоторых картах есть надписи. Здесь вот это хаш, который, можно перевести как тишина, тише, да. И вот как раз-таки вот эта карта дурака, тишины, очень-очень такая говорящая. Это когда мы переходим на новый уровень, и у нас в голове получается такое какое-то, меняются энергии и затишье, да, еще когда говорят, сменяются наставники, тоже какое-то такое внутреннее затишье случается в жизни человека перед чем-то очень новым и значимым. Так. Некоторые, кстати, карты не для YouTube, но посмотрим. У меня тут есть камешки, если что.
Интересно то, что, например, император здесь вообще обезличенный, скажем так, и многие короли здесь тоже в образах птиц. Иерофант, кстати, вот тоже. И маг, да, видите, здесь маг это женщина. Влюбленные это вообще к индийской культуре относятся. Вот так вот мы сделаем. Небольшевато тебе. Сила тоже очень интересная, с мышами. Отшельник. Сова, сова подходит. Колесо фортуны прям очень интересное. Правосудие. Хотя тут они все интересные. Правосудие. Повешенный, кстати, здесь не висит, как в большинстве карт. Смерть, трансформация. Смотрите, как интересно. Умеренность такая в панковом каком-то виде. Дьявол мне очень понравился. Про вот это снятие масок. Коты, кстати, здесь есть. Интересная, очень необычная башня, да, из которой никто не падает. Она как будто бы уже, знаете, уже состоявшаяся какая-то башня. Звезда. Здесь написано на ней, кстати, начнем охоту, что тоже какие-то интересные будут осознания. И посмотрите, Луна и Солнце, да, насколько классный какой-то символизм, когда вот Луна, да, она обволакивает, ее не видно, вот Ворон, да, а здесь Ворон под Солнцем, то есть Солнце проявляет, прям вот интересно. И страшный суд у нас колесо. Ой, этот мир. Тоже две девушки, они причем очень похожи. Я при первом рассмотрении даже их как-то путала, но страшный суд здесь, смотрите, арка такая вся, ну, как сказать, каменная, да, а мир такая вся цветущая, и в разные стороны они смотрят, и разных животных, птиц в руках держат. Вот такие вот интересные у нас старшие арканы. Посмотрим, что они нам потом скажут. И давайте по-быстренькому пройдемся по младшим арканам. Мне причем кажется, что очень хорошо эти карты будут сочетаться с рунами. Смотрите, туз. Я буду просто выкладывать, да, что-то комментировать, что-то нет. Очень много здесь птиц в символике. Это не только вороны, причем они совершенно разные. Очень интересные люди здесь нарисованы. То есть прям совсем необычно. Десятка пентаклей очень такая, как это назвать, необычное слово, необычное. У меня вот все всегда для этой колоды и всплывает. Так, паж. Кстати, здесь рыцари и пажи, в основном женщины либо птицы. Видите, король пентаклей тоже здесь птица, сова в данном случае. Королева пентаклей, прям такая принцесса. Либо можно еще сказать, что она, так, кубки, невеста. Кубки, опять птицы. Здесь вот эти мифологические дамы, не помню, как они называются. Так, ну здесь вроде не видно. Давайте мы немножко тройку кубков. Как говорится, любовь зла, полюбишь и козла. Это, видимо, как-то про это. Пятерка очень говорящая. Хотя они все тут говорящие. Семерка красивая, с лошадками. Сов, кстати, тоже очень много. Аисты. Десятка кубков. В общем, когда я эту колоду просмотрела,
У меня первая ассоциация была, я, конечно, понимаю, что он не совсем слово подходящее, но у меня вот такая как психоделика какая-то. Хотя там обычно, наверное, вырви глаз, психоделика. Но видите, опять туз с птицами. Прям. Мне очень понравилась вот эта карта со змеями. Тоже очень интересные штуки может говорить. Здесь у нас, получается, на семерке написано «Я не хочу делать». Причем на французском написано. Там было на английском, здесь на французском. Вот, лошади, птицы, птица, котик. Красивый. Десятка жезлов. Паш опять вот девушка. Тоже везде девушки. Даже посмотрите, король как будто бы тоже женщина. Женская такая форма, как это сказать. Свечечка у меня потухла. Сейчас я все-таки, наверное, поменяю. Или не поменяю, потому что в доступе у меня тут как-то никого особо нет. А, нет, вот есть. Сейчас, секундочку, извините. Но мне все-таки нужно. Чтобы она горела. Это на чем у нас? На мечах, да. Ментал у нас холодный. Так, ну давайте мечи посмотрим. Причем, смотрите, туз, но при этом очень похож на рыцаря. Опять котятки. Здесь про какие-то вот, про тени она хорошо будет говорить, про какие-то подтаенные, тайные желания, возможно, даже какие-то тоже трансформации. Очень интересные, кстати, мечи, потому что, видите, здесь лед, при этом еще и цветы, рыбы, то есть очень не похожи на классические варианты. Так, девушка. Да, везде, кстати, короли, везде птицы. Перелетные, неперелетные. Ну что ж, вот такая вот интересная колода. Давайте мы с вами посмотрим, что же интересного она хочет нам сказать. Почему она прям так просилась, чтобы она была у нас. Кстати, спасибо вам за донаты. На них эта колода и приобреталась. Так что у нас в нашем сообществе «Пути к себе» пополнение. Так, хорошенько ее. Если вы сейчас тоже в какой-то трансформации, в каком-то очищении, да, расклад еще записываю в середине марта, соответственно, это тоже у нас про обновление, весна, про пробуждение. И, видимо, вот после тишины, после зимы у нас какое-то пробуждение обычно бывает. Зимой есть на чем подумать, когда все стихии спят в основном. Ну, все спят, точнее. Там есть, конечно, месяца, когда некоторые стихии не спят, но в целом, можно сказать, природа вся спит, да.
очень мотивирует на подумать. И вот с чем мы с вами в весну пришли. Что нам скажет колода? Туз кубков. Двойка жезлов. Сейчас я вам скажу, всю историю выложу. А здесь меняются у вас ментальные конструкции, убеждения, нейронные связи могут меняться. У кого-то может болеть голова в последнее время. Так, у нас с вами что? Чувства пробуждаются. То есть раньше вашей жизнью, вашими реакциями, какими-то вашими действиями руководил ум, мозг, да, ментал, так сказать, разумность, скажем так. Сейчас у нас что? В чувства уходим, девочки и мальчики, в чувства. Вот она и трансформация. Все-таки выпал этот паж кубков. Я сначала подумала, что здесь это паж кубков, они похожи, там птица, но все-таки паж кубков выпал. Что ж, у нас с вами начинают проявляться чувства. Это не про какую-то новую любовь или еще что-то. Все, чувства прорываются. Это именно про внутренние какие-то, не то чтобы зажатые, а то, что блокировалось головой. Поэтому, кстати, голова может болеть. Паж пентаклей. То, что голова, которая сковывала ваши чувства, не давала им проявляться, не давала, как сказать, то есть говорила: ай-яй-яй, не надо. Вот что это такое чувство, зачем они нам нужны, нам от них плохо, вообще задвинь куда подальше. Это влияние головы на чувства, оно у вас начинает отходить немножко назад, либо оно должно у кого-то сейчас отойти назад, да, то есть пришло время познакомиться со своими чувствами, с чувствами, которые вызывают у вас другие люди, другие события, то есть не вот это разумное, как должно быть, а как на самом деле, какие чувства у вас что вызывает. Начать их идентифицировать. Я, наверное, в телеграм-канале, кстати, выложу картинку про чувства. То есть, чтобы вообще некоторые люди не понимают, как назвать чувства, потому что они как бы просто не знают, как они называются. То есть они понимают, что они там грустят, что они гневаются, да, что они
грустные. И вот этот набор грусть, радость, печаль, счастье, этот набор чувств, он очень спектр понимания этих чувств, он очень-очень узкий. Порой мы даже не можем как-то по-другому назвать их. Да, не хочу делать. Вот она. И, соответственно, нужно как-то свои чувства, когда мы идентифицируем, мы даем им место, мы их признаем, и мы можем их прочувствовать и отпустить. А когда мы вообще не понимаем, что мы чувствуем, тогда и эти чувства, они могут застревать внутри. И здесь вам пришло время научиться работать со своими чувствами, научиться их отпускать, проживать. Кто-то, возможно, пойдет в терапию, либо в какие-то проработки и начнет поднимать чувства, прорабатывать обиды, злость, возможно, даже какую-то непрожитую радость. Такое тоже бывает, потому что радоваться было нельзя. Да, тут очень прям сквозит вот этим прошлым, которое пришло время отпустить, проработать, переработать и отпустить. Вот башня. То есть это очень-очень какие-то старые травмы, старые сценарии, которые вам уже не служат. Как раз-таки привет тем, кто решил это сделать, обратился ко мне за консультациями. Как раз-таки я наконец-то могу вас взять после своей трансформации, да. У меня просто и голоса даже не было. Не могла вам ничего не записывать, не делать с вами проработки. Вся энергия уходила на трансформацию. Да, вот после башни сразу идет мир, причем цветущий такой. И вам, чтобы получить вот этот цветущий мир, чтобы вам выйти на новый уровень, на новый виток вашей жизни, вот это вот старое нужно убрать. Оно вас держит, оно вам дает, так скажем, гнилой фундамент, который вам совершенно не помогает. Он очень шаткий и заставляет вас действовать только с позиции мозга, с позиции эго, с позиции вот такого расчета жесткого. Это не обязательно какой-то, знаете, жизнь по расчету, по головам, да, что какая-то жестокость. Нет, это жизнь только головой, но при этом, как бы это жизнь наполовину, потому что у нас есть же не только голова, у нас есть еще и чувства, чувственная сфера, но она у вас прям была очень сильно закрыта. Теперь вы прям готовы в нее посмотреть, отпустить ненужное. Ну, не зря говорят, что этот год кармический, да, могут вылезать какие-то моменты, которые уже пришлось отпустить. Это не обязательно о том, что с вами что-то там случится, что-то жахнет. Нет, кого-то может и жахнет, но это не всегда про какие-то там катастрофичные события в жизни. Это и про то, что что-то вы уже могли отработать, и вам пора это отпустить, поменять сценарии. Вам дадут ключи. В этом году дадут ключи к вашим новым дверям и то, что мешает вам к этим новым дверям прийти. Король кубков. Вот, кстати, он здесь не птица. Раскрыть ваши эмоции и чувства по-другому, с другой стороны, с большей глубиной. Еще и рыцарь кубков. Кого-то эти чувства прям топливо, да, то есть они вам помогают двигаться, они вас наполняют, а если они у вас как раз-таки закрыты, обратите внимание, у кого апатия и депрессия, да, ничего не хочется делать, это потому что вот у вас может быть топливом ваши эмоции, ваши чувства. А если вы действуете из головы, то как бы дровишки в топку не бросаются. Соответственно, и делать особо ничего и не хочется. Да, по умеренности
ну, как бы все вроде хорошо, но не хорошо. Вот, знаете, так, со стороны все хорошо, а внутри не очень хорошо. Объяснила, да? Меня еще, да, немножко торможу. Информация стала приходить как-то энергетически, и мне нужно это прям переводить. Нужно выучить энергетический язык. Семерка жезлов. Вас тут неплохо помотало, в принципе, по жизни. Чувства ваши потрепались, вы их закрыли, конечно же. Смотрите, с какой броней, причем на голове. Вы считаете, что вы там себя очень сильно обезопасили тем, что чувства куда-то там вовнутрь запихали, но на самом деле, как говорится, король-то голый практически, да, и защищена только голова. И кубок-то не наполнен, хотя тройка пентаклей. По справедливости у нас что? Ну, пора эту маску бесчувственности, маску у меня все хорошо, да, вы можете даже, кстати, от людей слышать, да что ты бесишься, у тебя все хорошо, что ты там недоволен, недовольна, да, у тебя там семья, дети, машины, квартиры, дачи, не знаю, путешествия, еще что-то, бизнесы, все же хорошо. Чем ты опять как бы недоволен, недовольна? Это вот эта маска, которая уже к вам прикипела таки хорошо, прикипела, можно сказать, намертво, да, чтобы защищать вас, ваши чувства раненые, но она уже должна упасть. Нужно ее уже снять, чтобы вот, как говорится, и палка может зацвести. Вы вполне можете очень неплохо так обновиться. Все начнется поначалу с вашего внутреннего мира, то, что вы начнете, возможно, какие-то ощущения ловить в теле гуляющие, но не будете понимать вообще, что это такое, потому что очень-очень давно чувства заблокированы, и для вас как-то, это будет какие-то новые ощущения в теле, непонятные. Вот так будут чувства просыпаться. Возможно, где-то там заколется, зачешется. Кто-то, возможно, пойдет проверяться, да, что с ним что-то, с ней что-то не так. Но если вам ничего по здоровью не покажут, это вот как раз о том, что через тело будут чувства, как, знаете, прорастать. Спать может очень сильно тоже хотеться в последнее время, да, вроде природа просыпается, март месяц на дворе, это расклад работает не только в марте, да, вот те, кто большинство сейчас посмотрят, а вы как бы спать хотите. Вроде как на улице солнце, да, а вы прям вот вас клонит сон, не могу ничего с этим сделать. Распутаются у вас какие-то клубочки. Возможно, сейчас уточню, что-то может проявиться, какое-то истинное отношение людей к вам, причем, я бы сказала, близких людей к вам. Вы как-то увидите их с другой стороны. Возможно, с хорошей, возможно, не очень. Вы будете понимать, кто рядом с вами, потому что вы будете чувствовать, начнете людей чувствовать, тоже не очень совсем будете понимать, о чем это. Для вас это будет какой-то новый опыт.
Но это очень сильно даст вам, так скажем, фору в вашей жизни. Вы можете больше управлять своей жизнью, потому что начнете понимать, какие люди рядом с вами, начнете чувствовать, даже не понимать, а чувствовать, какие люди рядом с вами, чего от вас в действительности хотят. То есть у вас вот будет такой набор ключиков, да, вот, в руках, не то чтобы от каждого человека, но к каждому человеку в плане того, что вы будете ощущать именно на чувственном плане, что вам, например, врут, что вам что-то не договаривают, что человек улыбается, а на самом деле вам, как бы так, не очень хорошо к вам относится, назовем это так. Да, и вот у нас здесь интересная карта десятка мечей, на которой нет мечей. То есть вот эти мечи, которые в классике у нас воткнуты в человека, здесь они превращаются в одуванчики, которые прорастают. Наконец-то ваши чувства, которые заблокированы были менталом, шестерка кубков, они прорастут, я же говорю, через тело, да, будете сначала какие-то непонятные ощущения в теле ощущать. И туз, и еще один туз. Немножко даже возьмете быка за рога в плане своих мыслей. Десятка жезлов. Начнете его, не то чтобы контролировать, а наоборот расконтролировать, как сказать, как вам объяснить. Он раньше вас контролировал, да, были у вас путы на ногах, а сейчас вы его контролируете, да, если ум куда-то вас не туда ведет, то вы ему скажете: ай-яй-яй, что-то мы не туда идем. То есть вы сможете, здесь интуиция, кстати, может еще проснуться очень сильная, и в данном случае мозг проиграет, да, а вы начнете, конечно, учиться ей пользоваться в любом случае, не сразу, как-то постепенно будете выбираться, так скажем, из берлоги, да, как мишка, который проснулся, еще вот не понял, что там происходит, и вот он, дурак. Будете учиться ходить заново. Но очень интересные вот такие энергии вас ждут. Давайте добавим еще руны сверху. 3 штуки. Они сразу 3 штуки. Сразу 3 штуки вышли. У нее гибо. Вам помогут, это как, знаете, как подсказку, вам помогут наладить новые связи с другими людьми, с интуицией, с высшими силами. Вам будут помогать в этом, будут вас вести. У вас окрепнет внутренний стержень, какие-то личностные качества, возможно, какие-то коммуникативные качества, если вы считали себя интровертом, который ни с кем не может коммуницировать, да, то здесь в области коммуникации с другими людьми вы себя, да, будете чувствовать намного увереннее. И радостней. Что ж, я вас благодарю. Буду рада вашей обратной связи. Спасибо, что вы пишете. Ваши комментарии, оставляете обратную связь. Кто-то в личку пишет, кто-то в телеграм-канале пишет. Меня это очень сильно радует, конечно же.
Конечно же, хочется видеть обратную связь на работу, на свою, потому что это не только снять расклад, это выложить, провести энергию. Ну, в общем, работы очень много проделывается, и я очень рада, что вам она полезна, отзывается, и вы берете какую-то информацию для себя. Что ж, я с вами прощаюсь. До следующих раскладов. Пока-пока.